И видос залетает на 2 миллиона дочитываний. За косарь купил. И он мне кидает мою же информацию. Это уже будет не как работа, а как хобби. Написать «Путин» в заголовке, это уже там на заводе получает 15 в месяц и страдает. Все. Привет, мои любители мании, это канал «Игра на деньги», и здесь я либо зарабатываю, либо меня ждет наказание. Я все время думала, кто пишет эти самые статьи под поисковой строкой Яндекс. Сам Яндекс прикольно, но оказалось все намного интереснее. Оказывается, глобальная поисковая сеть Яндекс предоставляет возможность каждому юзеру писать свои статьи, посты, какие-то новости на площадке Яндекс.Дзен и при этом подключать монетизацию и получать за это деньги. Обязательно досмотри видео до конца, если хочешь стать богаче. Как вы поняли, сегодня речь пойдет о том, как заработать на контенте с Яндекс.Дзена от 30 тысяч рублей в месяц. И для этого я позвала спеца в этой сфере, который расскажет вам все секреты продвижения на этой площадке. Привет, Максим. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте и вообще, в принципе, давно ли ты работаешь с Дзеном и что ты про него знаешь? Так, мне 21 год, я являюсь студентом, режиссером театрального вуза. Как вообще я пришел в работу в интернете? История на самом деле очень умная и поучающая. То есть с 14 лет я работал актером в театре кукол, то есть детский труд, скажем так. И в 16 лет я понял, что это очень хорошие денежки. И стал потихонечку откапливать на свой театр кукол. Это около 150 тысяч надо было. 18 лет после сдачи экзаменов я покупаю все необходимое и летом провожу гастроли. Полностью окупается театр кукол за 2 недели. И потом началась учеба, вся это переезды и так далее. А потом неожиданно подоспел коронавирус. Театр кукол закрывается, выступать нигде нельзя. И что делать? Я пошел грузчиком, попробовал поработать, всякую работу такую. Такой опыт был. Да. Грузчиком тоже Потом работал. меня знакомый потянул на Яндекс.Дзен. То есть это именно и есть первая, скажем так, платформа, на которой я стал работать. Вот сейчас, получается, какой твой самый большой заработок был с Яндекс.Дзена? Если знать лазевички, то можно хорошие денежки зарабатывать. Максимум был в июле прошлого года. Это я заработал 200 тысяч с 2 каналов. 200? Реально? Это прям очень мощно. Ладно, признавайся, что ты купил на свои первые 200 тысяч с Яндекс.Дзена. Я коплю на свою мечту вообще, а так мелкие расходы, там а-ля ноутбук, собака. Я сейчас MacBook. Я знаю, у тебя MacBook. Да, новенький. Самый новенький. Какая у тебя мечта? Мечта у меня свой детский театр. Все деньги в интернете — это для тебя просто как способ заработать на свою мечту. Это старт. Окей, Максим, вот я как человек не знающий, расскажи мне, пожалуйста, что мне сейчас нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на Яндекс.Дзене. Давай вот прям в 3 или в 5 шагов. Чтобы зарабатывать на Яндекс.Дзене, надо, во-первых, создать аккаунт на Яндекс.Дзене. Для этого нужен телефон, почта, пароль. Все, зарегистрировались. Далее нам нужно выложить каждый день хотя бы по 3-4 статьи. То есть статьи могут быть различной тематики, допустим, там рецепты, сторителлинг, там, не знаю, какие-то истории забавные, грустные истории, что угодно, любого вида контент, только самое главное оригинальный. Выкладываем до 15 статей, допустим, у нас получает канал индексацию. Индексация — это, то есть, когда канал в дальнейшем может существовать, то есть Дзен его одобрил. Далее мы добиваем 10 тысяч минут с помощью видео. Это будет монетизация. Все. Что нужно для подключения этой монетизации? Монетизация — это 10 тысяч минут дочитывания на канале набрать. То есть 10 тысяч минут за неделю. За неделю должно набраться. 10, у меня на одном посте набирается 10 тысяч просмотров на одном посте за неделю. Нет, не на одном посте, на одном канале. На одном канале. Постов может быть сколько угодно.
Это суммарное Но количество. в целом 10 тысяч просмотров Да. за неделю суммарно Да. на одном канале. Мне кажется, надо это изи подключать набрать. самому. Это изи набрать? Вообще не изи на самом деле. Ну, я скажу уже способ, ладно, о нем все знают. Допустим, ты выкладываешь 15 статей на канал, получаешь индексацию all. После этого ты берешь какое-нибудь видео с Ютуба, там, ржака, нарезка самых смешных котиков за зиму 22 года. Смотреть всем обязательно. Ты этот видос зеркалишь, там добавляешь эффекты, надписи, чтобы он был оригинальным. Выкладываешь, он набирает хорошее количество минут. И как итог канал выходит на монетизацию. После того, как канал вышел на монетизацию, надо подключать анкетные данные. То есть паспортные данные свои подключаешь, там ИНН, СНИЛС и так далее. Но сразу одна оговорочка, то что если есть у человека социальные выплаты, ему лучше так с кого-то из знакомых подключать. Ну, блокируют социальные выплаты, потому что ты становишься самозанятым, ну, грубо говоря. Какие сейчас самые хайповые темы на Дзене? И вообще, в принципе, что мне писать, если я не знаю, что мне писать? Частый вопрос от учеников, потому что обучаются в основном люди такого уже преклонного возраста, то есть у меня там и бабушки 70 лет обучались и так далее, но не знают, про что писать. А можно просто, почему? Ну, открыл это Яндекс.Дзен, смотрела, что пишут другие, где-то вдохновилась. Ну, прям вдохновилась не то чтобы под копирку Ctrl-C, Ctrl-V, а просто вдохновилась. Ну, вдохновилась. Да. Да, окей. Вообще, если вообще не получается писать, всегда можно обратиться к копирайтеру. То есть можно купить статьи эти. Ну, это если прям совсем плохо. Также есть очень много бирж. Сколько стоит купить статей. статью? На бирже или у копирайтера? И так, и так. На бирже 15 рублей где-то, а на копирайтеру, ну, на тематику, которую ты ему дашь, рублей 80, за 1500, 7 рублей. На первых этапах не будут много людей читать статьи. Там обычно 700-800 показов даются. Ты можешь написать, ну, не знаю, как я вчера сходила погуляла, как я вчера там покушала в ресторане что-то, как я там, ну, именно такой... Лайфстайл, да. Тупой рассказ истории. Лайфстайл — это такая нейтральная штучка, которая всегда заходит. Это вообще, если подходить с умом, вот, допустим, как я сейчас занялся опять Дзеном сам, лучше писать статьи прям такие кликбейтные. То есть мы пишем кликабельные заголовки. Какие? Чем тупее заголовок, тем лучше. Тупее? Тупее. А для того, чтобы, ну, реально, знаешь, были идеальные примеры, ты читаешь желтые газеты, у них заголовки там такие. Вот, допустим, когда арбитражили, ну, сейчас арбитражим, допустим, заголовок: Басков сказал Киркорову: не запускай эту проблему. И все А это там реклама была таблеток от, господи, от чего? Ну, короче, от болезни сердца. Можно ли на Яндекс.Дзене зарабатывать не только с официальной монетизацией, но и, возможно, какими-то другими способами? На Дзене арбитраж, серая, белая монетизация, все. Это все легально. монетизация, которую мы можем подключить после того, как наберем 10 тысяч просмотров. Потом у нас партнерки есть, да? Партнерские там ссылки на таблеточки всякие, допустим. И у нас еще есть... Что-то еще есть? Если ты не хочешь заниматься этим каналом, ты можешь их продавать на бирже. Монетный канал стоит 1500 рублей. Их можно продавать спокойно. То есть наклепала 10 каналов, продала 15 тысяч сработало. Каков твой прогноз, когда вот эта эра Яндекс.Дзена закончится? На деле эра, скорее всего, не закончится, потому что Дзену выгодно иметь эту площадку, потому что он рекламные блоки на ней пускает. А в плане выплат, как бы, раньше было лучше, да, намного. Раньше, допустим, за 1 миллион дочитываний платили около 50-60 тысяч. То есть статья была 1 миллион дочитываний, ты получаешь там 50-60 тысяч.
Сейчас миллион зачитываний это где-то, 1015. То есть, выплаты есть, но они стали немного меньше, поэтому и работать надо усерднее, скажем так. Все, старт это Дзен. Вот. То есть, кому угодно, кто угодно может просто взять, зарегистрироваться, написать статьи, посмотреть. Понравилось? Хорошо, круто. Не понравилось? Продолжай дальше делать. Яндекс.Дзен, очень просто начать на нем зарабатывать. Да, будут первые провалы, будут какие-то неудачи поначалу, возможно, но тут нужно для себя поставить цели и задачи. То есть цель, допустим, она у нас одна цель. Допустим, хочу заработать там 50 тысяч в месяц. А задачи уже складываются для цели. То есть задача у нас создать канал, вывести на монетизацию, попробовать то, это, 5-е, 10-е и так далее. Почему Дзен еще? Потому что в Дзене можно, реально творить. То есть это твой блог, грубо говоря. Твоя главная задача на Дзене — это заинтересовать людей, заинтересовать целевую аудиторию, которая на нем находится. Это, если что, 50+. То есть нужно прожить, скажем, жизнь 50-летнего, чтобы понять, что им интересно. То есть, допустим, какой-то Майнкрафт им не будет интересен, какие-то там, не знаю, игрушки и так далее нет. Вот видео, как там мужик поймал 30-килограммового лося. Сколько мне понадобится времени, чтобы заработать там 20 тысяч рублей? Чтобы заработать 20 тысяч, надо учитывать, сколько ты можешь времени уделять на работу на Дзене. От этого зависит прямо пропорционально. С одного канала ты вытащишь, там, не знаю, за 20 дней, 15-20 с одного канала. Один канал в день, вот, допустим, мне один канал вести в день это 20 надо. Если именно статьями. Видео потом грузить, это просто закинул видео грузиться и все, там 3 минуты занимает времени. То есть тут главное, в чем проблема? Многие начинают дзеном заниматься, понимают то, что не получается, допустим, времени много уходит, там, копейки заработал. Это надоедает очень сильно на самом деле, то есть ты как робот действуешь именно на монете. И тут главное не угаснуть. Но меня, допустим, спасало это, когда такая вещица была, такая неразбериха, угасание, руки опускались. Я просто брал, заводил канал, писал сам. То есть писал что-то, что меня, допустим, мне надоела обычная работа, типа такого. И пытаюсь найти как-то выход из этого. То есть мне проще, потому что человек творческий, мне зажечься очень легко от этого. То есть главное полюбить дело это. То есть ты делишься, допустим, своей жизнью с аудиторией, с какой-либо, и ты от этого получаешь кайф. Это самое главное. Ты передаешь эти знания вообще кому-то? Что ты делаешь? Конечно. Я сколько работал на Дзене в соло, то есть один все это делал, а потом понял, что многие вообще не знают, что это такое. То есть работает там на заводе, получает 15 в месяц и страдает. Я уже где-то месяцев 7 обучаю, наверное. Я выпустил обучение, и мне там через неделю челик пишет: блин, я сейчас тебе бесплатную информацию подгоню, мне информацию тут скинули, за косарь купил. И он мне кидает мою же информацию, то есть то, что я продал, человек от своего имени кому-то. И так пошло-поехало, 5-10, и мне бесплатная моя же информация пришла. Круговое цыганское явление в природе. Короче, залетай на обучение ко мне, я тебя бесплатно обучу, что да как, покажу, и так далее. Потом похвастаешься своим подписчикам. Серьезно? Вы слышали? Ага. Слышали? Меня пригласили на обучение, а это значит, что у вас скоро будет новое видео с тем заработком, про который нам сегодня говорил Максим. Конечно, да, если я буду нормально учиться. А вообще идея класс, давайте пробовать, почему нет? Я считаю, это вообще супер. Интервью закончилось. С вас лайк за спикера и ценную информацию. Переходите на Яндекс.Дзен и зарабатывайте money. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.